Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Настроение праздничное, пахнет Новым годом. И сегодня у нас грибы, много грибов, будут закуски, паштеты, основные блюда. Будет очень вкусно и интересно. И как всегда просто. Ставьте лайки и начнем. Сразу 4 рецепта. Для первого рецепта мне понадобится 500 граммов шампиньонов. Грибы нужно помыть. Для этого в миску лимонную кислоту, чтобы они остались светленькими. Это мне так в комментариях, друзья мои, подсказали. Грибы. И быстро моем. Они у меня чумазенькие, поэтому я их буду вот так вот губкой промывать. Чумазенькие. В земле немножко. Зато красивые, плотные и прям свежайшие. Такие упругие-упругие. Закуска получится то, что нужно. Все, ускоряемся. Кастрюлю на огонь. Вливаю 120 мл растительного масла. Сюда же 60 мл уксуса 9%, чайную ложечку соли, 2 чайных сахара, штучек 15 горошка черного перца и 2 лавровых листа. Я их поломаю. Перемешиваю. И добавляю грибы. Так как грибочки у меня маленькие, я их оставлю целыми. Конечно же, хозяюшки, можно их перерезать на 4 части пополам. В общем, ориентируйтесь по размеру. Буквально через 1-2 минуты содержимое кастрюльки начинает нагреваться и грибы пускать сок. Сейчас покажу. Посмотрите. Оп, видно уже сколько жидкости? Видно. Вот. Время от времени буду перемешивать и ждать. Через 5 минут грибы практически покрылись собственным соком. И с этого момента отвариваю их 5-6 минут. И сейчас, друзья, добавлю последний ингредиент. Чеснок. 3 зубка через пресс. Снова хорошо перемешаю. Даю 1 минуту прокипеть. Если бы вы только знали, как вкусно пахнет. Уксус, сладость, чеснок, грибы – это просто нечто. Это, друзья, класс. Такая закусочка на праздничный стол в самый раз. Разметут быстро. Все, выключаю нагрев. Даю немножечко грибочкам отдохнуть, чтобы процессы кипения сильные остановились. И сразу же горячими раскладываю по банкам. Ты смотри, как хорошо вошло. И заливаю маринадом. Накрываю крышками. Все, друзья мои, через 4 часа можно смело подавать на стол. И все же рекомендую немножко охладить их в холодильнике. Для второго рецепта мне понадобится килограмм грибов. Тоже помыли, почистили. Ставьте лайки, Сережки, он у меня помощник. А сейчас рецепт для тех, кто любит острые ощущения. Грибы по-корейски. Только корейцы об этом рецепте, друзья мои, не знают. 2 средние моркови. Штучек 5 зубков чеснока. Просто нарезаю. Красный острый перец. Я думаю, вот так вот будет достаточно. Главное потом руки помыть. Это в сторонку. Ступка. Чайная ложечка кориандра. Чайная ложечка черного перца горошком. И разминаем. Так будет, друзья мои, ароматней. Ой, как пахнет. Готово. Приготовления закончены. Кастрюлю на огонь. Вливаю стакан воды 250 мл. Сразу же 100 мл растительного масла. 4 столовые ложки 9% уксуса. Столовая ложка сахара. 1,5 столовых ложки соли. 2 лавровых листа. Не сильно мелко, чтобы было удобно потом выбрать. 2 бутона гвоздики. Перемешиваю. Пусть уже начинает греться. А я займусь грибами. Так как эти грибы у меня немного крупные, я буду их разрезать на 4 части или напополам. О, и сразу в кастрюлю. Наверное, пополам, да? Немного перемешаю. Добавляю морковь.
чеснок, перец, специи, немного куркумы для цвета, пол чайной ложечки. Снова перемешаю. Сейчас все начнет пускать сок. Специи прогреваться, объединяться. А все вместе, друзья мои, это будет просто песня. Все. Ждем. Как только закипит, отвариваем ровно 7 минут. Не больше, друзья мои, чтобы морковь осталась хрустящей. Прошло 7 минут. Выключаю нагрев. Посмотрите, какие грибы красивые. Яркие, ароматные. Еще как настоятся, это просто будет песня. Быстрее, чем мясо будет улетать со стола. И сразу горячими раскладываю по банкам. Сережечка, ну ты же понимаешь, что я хочу уже сегодня начать праздник. Поэтому немножечко оставлю на ужин. О, готово. А следующий рецепт, друзья, очень вкусный грибной паштет. Рекомендую. Сковородку на огонь. Чайную ложечку топленого или растительного масла. Пусть греется. А я в это время беру терку, грибы и натираю на крупной. Поехали. Свежие плотные грибы очень хорошо натираются. Посмотрите. И в сковородку. Перемешаю. И пусть уже идет процесс. Нагрев под сковородой максимальный, чтобы быстрее выпарилась жидкость. Когда жидкость выпарилась и грибочки начали уже подрумяниваться, можно выключать нагрев. Первое время еще перемешиваю, потому как сковорода сильно нагрелась. И даю остыть. А я этим временем натру 2 плавленых сырка на мелкой терке. Ой, как хорошо трутся. Следом 2 отварных яйца вкрутую. Как раз и почистим терочку. Несколько зубков чеснока через пресс. Тут уже по вкусу, друзья. Ну, я думаю, еще пару. Кстати, сердцевинку я убрала. Тогда, говорят, чеснок более вкусный. Не такой ядовитый. Да, и не такой ароматный. И остывшие грибы. Сюда же черный молотый перчик по вкусу. Немножко соли. Буду с солью осторожничать, потому что плавленый сырок и немного майонеза. Можно заменить на густую сметану, на греческий йогурт. Тут уже по желанию. Вкусно совсем. Все хорошо перемешиваю. Я это делаю с помощью вилки. Так удобнее всего. Ну все. Вкусная намазка готова. Осталось только нарезать хлеб. Беру кусочек хлеба, намазку и щедро выкладываю, накладываю. Да как вам больше нравится, друзья. Главное, что это очень просто и вкусно. А следующий рецепт я настоятельно рекомендую вам попробовать. Трюфель из грибов. Мы займемся маринадом. Для этого в миску выдавливаю через пресс несколько зубков чеснока. Чем больше, тем лучше. У меня это головка. Ну, может, весь и не буду. А половина точно понадобится. Такой, чтобы ароматный был маринад. Примерно вот такое количество. Сюда же чайную ложку с горкой соли. Немножко перемешаю. И залью растительным маслом. Примерно 1 стакан. Все хорошо перемешиваю. О, это сюда. И продолжу с грибочками. Мне понадобятся одни шляпки. Ножки отрезаю. Их буду использовать в другом блюде. На завтрак можно с яичницей пожарить, в картофель. Полет фантазии. Да. Беру грибок, кладу ножкой вниз и немножко придавливаю ладошкой, лишь бы он только хрустнул немножко. И остался целым. Приплюснули его. И в маринад. Оп. Поехали. Слышно, да, как он хрустит? Слышно. О, немножко лопнул, не страшно. Туда пройдет маринад и будет все отлично. Сюда. Хорошо перемешиваю, чтобы каждый грибочек окунулся в масло. И оставляю на 2 часа мариноваться. Время от времени буду перемешивать. И вот так вот, друзья, когда грибочки хорошо промариновались, они пустили сок и полностью оказались в маринаде. Сковородку на огонь. Растительное масло, чтобы хорошо покрыло дно.
Пусть греется. А я в это время беру 2 мисочки. В одну разбиваю яйцо, капелюшечку присаливаю и взбалтываю вилочкой. А во вторую тарелку высыпаю панировочные сухари. У меня домашние, немножко темненькие, не страшно. А вот так вот. Берем грибочек, окунаю в яйцо, даю немножко ему стечь, а затем в сухарики. И в масло. Опа. Крутим, вертим, чтобы со всех сторон все красивенько подрумянилось. Мы уже парочку съели. Можно доставать на бумажное полотенечко, чтобы убрать лишний жир. Какие красавцы. Вот такая вот вкуснота у нас получилась. Сейчас покажу, что в серединке. А в серединке, ну это надо только откусить. Ну давай. Ой, я знаю, что это вкусно. Сережка, это так вкусно. В серединке вот такой вот, посмотрите, сочный грибок. Он сочный-сочный. Хрустящая панировочка, а все вместе это просто класс. Ведь правду говорят, чем проще еда, тем она вкуснее. Попробуйте хотя бы разочек. Танюшка, тебе лайк за очередной шедевр из грибов. Класс. Всем мирного неба, счастья, здоровья, благополучия и вкусной еды, мудрой жены, послушных детей.